Добрый день, друзья! Расскажу вам о совместных посадках орхидеи Phalaenopsis, плюсы и минусы совместных посадок. 3 года назад я начала использовать вот такие кашпо-лодочки для совместных посадок мини-орхидей. У меня таких лодочек 9. И всего одна орхидея, то есть 2, потому что это тоже совместная посадка, посажена в обыкновенный горшок. Кстати, эти орхидеи мы пересаживали вместе с вами, не стали их разделять, потому что я их покупала уже в совместной посадке. Хотелось посмотреть, как они себя будут чувствовать, эти 2 орхидейки. С названиями мы так и не определились. Одна орхидея больше похожа на трилипс, а у другой пилоричность бабочкой. Ссылочку на это видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Ну что ж, эта орхидея зацвела, причем зацвели обе. Цветут хорошо, посадку приняли на отлично. Но давайте разберем именно плюсы и минусы совместных посадок. И чего же больше, плюсов или минусов? Одним из плюсов является компактность этой посадки. То есть так бы у меня было 3 горшка, а в такой посадке их вместе в одном горшке 3. Они прекрасно цветут. Бабочка Смарт уживается с такой же орхидеей, но пилориком. И еще одна без названия здесь же. Растят корни, растят листья, цветут. Мини-орхидеи, они, к сожалению, цветут недолго. Буквально 2 месяца, и они отцветают. Когда мы делаем совместную посадку, мы стараемся подобрать орхидеи примерно одного возраста и только здоровые орхидеи. Это очень важно. Так что к плюсам я могу отнести только компактность посадки и красивое цветение. Мне кажется, что минусов у таких посадок немного больше. Но их можно назвать минусами, а можно и не обращать на них внимания. А вот то, что я отношу к минусам. Даже когда мы стараемся подобрать орхидеи одного возраста, мы все равно с вами не угадаем. Да, мы купили с вами молоденькие, как нам кажется, орхидеи. Но у мини-орхидей их возраст иногда бывает сложно определить. И при посадке может одна орхидея оказаться значительно старше другой. А еще мы никогда не определяем с вами, больная эта орхидея или здоровая. Вот кажется, посадила 3 здоровых орхидеи. И в прошлом году они прекрасно цвели. А особенно вот эта полосатая мультифлора, которая цвела на 2 ветки. Не знаю ее название. Получилось так, что когда они отцвели, вот именно эта красивая орхидея потеряла точку роста. Причем причину я так и не определила, по какой причине точка роста вдруг внезапно загнила. Вот здесь даже осталось видно, что эту точку роста обрабатывала фундазолом, потому что была мокрая гниль. И так было обидно потерять эту орхидею, но орхидея оказалась сильной. Сразу пустила детку. Сейчас у этой детки опять 2 цветоноса. Орхидея выжила. Но бывает же так, что орхидея в такой совместной посадке, вдруг что-то случается, и орхидея теряет все листья, и остается только пенек. И такое может быть. И разбирать,
по новой их пересаживать. Вот когда что-то случается с такими орхидеями, вот это большой минус этой посадки. Еще что мне не нравится в совместных посадках, может быть, это только у меня так, а может быть и у всех, но очень уж они быстро там растут. Посмотрите, какое количество корней у этих 3 орхидей за 3 года. Ну, может быть, я еще подожду немного. Но их придется разбирать и пересаживать. Представляете, какая работа предстоит по расплетанию этих корней. Потому что невозможно взять эти 3 орхидеи, вместе переставить в какую-то большую емкость. Во-первых, этот керамзит весь осыпется. Во-вторых, они начнут качаться и шататься. А пересаживать надо, потому что даже они своими корнями керамзит поднимают наверх. То есть корней там великое множество. На зелень не обращаем внимания, потому что орхидеи стоят под цветом, и водоросли все равно растут. Но и в горшке со всех сторон такое же огромное количество корней. Может быть, конечно, у меня они так безумно быстро растут. Ну вот так растут. Прошло всего 3 года, придется ее сейчас пересаживать. Вот этой посадке 3 года. А вот этой посадке 2 года. И корни растут точно так же быстро и очень много. И сейчас эти орхидеи выпустили повторные цветоносы. Этот очень большой цветонос, а вот здесь есть еще маленький. У меня в этом году даже все лодочки зацветают повторно и выпускают повторно цветоносы. Вот такое интересное цветение мини-орхидей в этом году. Вроде и плюсов немного, и минусов немного, но когда они действительно цветут вот так все вместе, это очень красиво. Вам решать, делать такие совместные посадки или нет. Мне нравится сажать в такие лодочки именно мини-орхидеи. Если у вас есть совместные посадки, поделитесь своими наблюдениями. Нам будет очень приятно. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.